Привет, армия. Ким Тэ-хён наконец-то перестала это скрывать, и мир начинает это видеть. В гламурном Париже внимание истинных поклонников привлекло нечто. Недорогая одежда, не экстравагантные мероприятия, а тонкие, неоспоримые знаки. Тэ-хён, используя безмолвный язык, который он освоил за эти годы, начал посылать сигналы, которые слишком ясны, слишком точны и слишком эмоциональны, чтобы быть простым совпадением. От знакомого символа кролика до огненно-красного цвета и крошечной сумки с медведем в руке, все это словно кусочки пазла, складывающиеся в одно имя – Чон Чингук. Это молчаливое признание? Или это любовь, которая наконец-то решила быть увиденной не словами, а знаками? Одно можно сказать наверняка, Тэ-хён больше не скрывает этого. И для тех, кто достаточно проницателен, это не просто домыслы. Это история любви, которая начинает писать свою следующую главу открыто. В мире, полном домыслов и слухов, иногда самая чистая форма любви говорит сквозь тишину. Для большинства людей посты в социальных сетях – это просто зарисовки чьей-то жизни, фотографии еды, моды или отпуска. Но для тех, кто следит за внутренним путешествием Ким Тэ-хёна, каждая деталь – это больше, чем просто эстетика. Они – часть безмолвного языка, тонкие послания, которые находят отклик в чувствительных сердцах. И в этом мире лишь одно имя продолжает звучать в тишине – Чон Чингук. В последние недели Тэ-хён был очень активен в социальных сетях. Он делился фотографиями, на которых выглядит расслабленным и энергичным. Но за камерой скрывается скрытый сюжет. В парижском ресторане Тэ-хён наслаждается ужином. Но всеобщее внимание привлекла не роскошь заведения, а небольшая деталь на его тарелке – безошибочный символ огня. Огонь – символ, часто ассоциируемый со страстью, энтузиазмом и пламенным присутствием. И для тех, кто следит за историей Тхэкука, огонь – косвенный символ тоски и пылкой любви. Но это еще не все, в разных постах доминирует красный цвет. Красный на куртке, красный на фоне, красный на полосках рубашки. Цвет, который невозможно игнорировать. Для поклонников Тхэкука этот цвет больше, чем просто эстетика. Это символ пылкой любви, любви, которую невозможно погасить, несмотря на расстояние, время и мир, полный границ. Однако самый сильный символ – это футболка, которую он носил в ресторане. В центре футболки отчетливо виден кролик. Для мира это может быть просто милым изображением. Но для тех, кто понимает, он олицетворяет Чингука, золотого Макне, который годами известен своей кроличьей внешностью. Тэ-хён как будто говорит себе «ты со мной, хотя мы и не в одном месте». Этот визуальный язык не нов, за эти годы Тэ-хён создал свой собственный мир символов. Он говорит через цвет, через форму, через время, которое выбирает, чтобы чем-то поделиться. И в этом языке Чингук всегда в центре. Каждый пост ощущается как тайная любовная записка, написанная всего для одного человека, но достаточно сильная, чтобы ее прочитали миллионы понимающих глаз. Сейчас Тэ-хён все еще в Париже, городе, синонимичном любви. Он посещает художественные выставки, фотосессии и модные мероприятия мирового уровня. Но даже среди городской роскоши он несет тот же нарратив. Как будто его сердце все еще привязано к одному месту, к Чингуку. И фанаты продолжают надеяться, ожидая дня, когда он прилетит в Лос-Анджелес, город, который теперь стал временным домом Чингука. Пока этот день не наступит, эти маленькие символы – единственное, что связывает их тоску. Но символы на этом не заканчиваются. В другой раз в Париже Тэ-хёна видели с сумкой в форме медведя, милой, очаровательной и на первый взгляд обычной. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это больше, чем просто сумка. У него есть пара – сумка в форме кролика. Два символа, давно ассоциирующихся с Тэ-хёном и Чингуком. Словно две души, дополняющие друг друга, две сущности, сливающиеся в одну. И решение Тэ-хёна взять одну из них было проявлением любви, которая не требовала выражения. Затем, словно по сценарию самой вселенной, вскоре после этого момента появилось видео. Видео с повтором прыжка Тэ-кука с парашютом на Гавайях, легендарного момента, запечатленного в памяти фанатов.
Как ни странно, видео опубликовал не обычный фан-сайт, а официальный аккаунт Джерликрт, международного бренда, производящего мягкие игрушки в форме кроликов и медведей. Это не просто какой-то рассказ, это символ того, что то, что некоторые отвергают как теорию, на самом деле неоспоримая реальность. Такие совпадения случаются слишком часто, чтобы быть простым совпадением. Когда Тэхён носит что-то, напоминающее нам о Чингуке, а затем другой человек публикует что-то, что подкрепляет этот момент, все это ощущается как посланный скрытый код. Им не нужны разъяснения, потому что настоящая любовь не нуждается в оправданиях. Однако, как всегда найдутся сомневающиеся. Те, кто назовет это просто галлюцинацией фаната или коллективной иллюзией. Но любовь, в своей самой тихой форме, действует именно так. Она не громкая, она не заставляет в себя верить. Она просто присутствует, через жесты, через взгляды, через присутствие маленьких, значимых предметов. И если мы вспомним их взаимодействие на протяжении многих лет, разница очевидна. То, как Тэхён смотрит на Чингука, как Чингук касается плеча Тэхёна за кулисами, или как они утешают друг друга перед началом концерта, это не часть представления, это не прописано в сценарии. Это язык тела двух людей, которые знают друг друга, любят друг друга и стали друг для друга домом. За кулисами, когда камера не так близко, мы можем увидеть самые искренние моменты. Когда Чингук наклоняется, чтобы прошептать. Когда Тэхён отвечает мягкой улыбкой. Когда их руки соприкасаются без нервозности, но с тем утешением, которое могут испытывать только две по-настоящему открытые друг другу души. Эта история начинается не с громкого признания, а с маленьких, искренних моментов. То, как они решают сидеть рядом. То, как они носят одинаковые аксессуары. Песни, которые они выбирают для исполнения, с текстами, которые кажутся слишком личными, чтобы быть простым совпадением. Картины, которые они выбирают для показа. Все это часть их истории. Теперь их отношения кажутся реальнее, чем когда-либо. Они больше не скрывают их. Не потому, что хотят потрясти мир, а потому, что такую любовь невозможно вечно держать в неведении. Ее нужно видеть, ценить и лелеять, пусть даже только тем, кто достаточно чувствителен, чтобы понять. И теперь, когда весь мир продолжает смотреть на сверкающую Пэрис и гламурные посты Тэхёна, те, кто действительно видит не только экран, но и знаки, знают одно – любовь все еще здесь. О ней не было объявлено в микрофон, об этом не было опубликовано в официальном заявлении. Но она живет за теплыми символами огня в огненно-красном цвете, в маленьких кроликах и мишках, которые говорят больше, чем 1000 слов. Тэхён больше не скрывает ее. Он позволяет миру увидеть это, тихо, нежно и уверенно. А для Чингука, который, возможно, наблюдает издалека, каждый символ не просто знак, но зов домой. Потому что, в конце концов, настоящей любви не нужен свет софитов. Нужна лишь смелость оставаться верной, пусть даже в маленьких, значимых вещах. И сегодня армии стали свидетелями, не просто момента, а доказательства того, что даже безмолвная любовь может ярко сиять. Им не нужно ничего говорить, потому что мы и так понимаем. И вот мы здесь сегодня. Становимся свидетелями того, как две души соединились не через публичные заявления, а через язык любви, понятный только им. Мир может никогда не получить официального объяснения, но те, кто в курсе, знают. Они знают, что каждый оттенок красного – символ тоски. Что каждый кролик и медведь – символ двух сердец, нашедших друг друга. Что за каждым шагом Тэхёна в Париже следует тень Чингука, и что истинная любовь, даже если она не высказана, всегда находит свой собственный путь к проявлению. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game.